Трамп требует от Киева и Москвы закончить войну в мае. Дальше в Америке выборы, и ему будет не до вопросов войны и мира. В России начались проблемы в банках из первой десятки. Неплатежи, проблемные кредиты. И пока никаких перспектив, что экономике России станет лучше. Иран отказался от главного требования Трампа. Уран в стране обогащали, обогащают и будут обогащать. В ответ Уитков показал Ирану большой американский авианосец с ракетами. Иной Мадьяр очень не похож на Орбана. Главный соперник венгерского премьера озвучил предвыборную программу. Прошел всего один день, а итальянцы устали от Олимпиады и протестуют. Все дорого, все перекрыто. Крутые виражи по-бразильски. Первый горнолыжник из этой страны рассчитывает на медаль зимней Олимпиады. И очень большая медуза у берегов Аргентины. Просто медузища. Уникальные кадры ученых-океанологов. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на последних встречах в Абу-Даби американская сторона предлагала завершить войну к началу лета, поскольку внутренние процессы в США, в том числе старт предвыборной кампании, определяют американский график. Следующий раунд переговоров запланирован через неделю в США, участие Киева подтверждено. По словам Зеленского, территориальные вопросы на встречах в Абу-Даби решить не удалось. Кроме того, прогресса не достигли и по вопросу безопасности Запорожской АЭС. Зеленский подчеркнул, что этот вопрос должен решаться комплексно, вместе с восстановлением Каховской ГЭС. Обмены военнопленными, по его словам, будут продолжены. Американцы предлагают сторонам завершить войну к началу этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику. Почему именно к этому лету? Понимаем, что их внутренние вопросы в Америке влияют и наверняка станут еще более актуальными для них. У них, наверное, просто будет другой приоритет – Конгресс. И мы понимаем с вами, что все свое время они будут отдавать именно внутренним процессам. Сложные вопросы остались сложными. Украина еще раз подтвердила свои позиции по вопросу Донбасса. Стоим, где стоим. Это самая справедливая и наиболее надежная на сегодняшний день модель для прекращения огня, на наш взгляд. В Киеве в большинстве домов свет сейчас есть только 1,5–2 часа в сутки, сообщила энергокомпания ДТЭК. Повреждены две важные для энергосистемы страны теплоэлектростанции и ключевые высоковольтные подстанции. Из-за этого были вынужденно остановлены реакторы украинских АЭС. Страна потеряла значительную часть генерации электроэнергии, и сейчас энергосистема работает с максимальными ограничениями. Вот как прокомментировал удары россиян и дальнейший взгляд Украины на переговоры с представителями Путина президент Зеленский. Новый российский массированный удар в их типичном стиле, фактически вопреки дипломатической работе, которая ведется на разных уровнях. Было более 400 российских дронов, и значительная часть из них — это шахеды. Также было почти 40 ракет разных типов. Значительную часть украинским воинам удалось сбить, но не все. Сегодня ночью россияне били в том числе по объектам, от которых зависит работа атомных станций. Это опасность и для Украины, и для всего нашего региона, и для Европы. Сегодня блоки наших украинских атомных станций уменьшили генерацию. Один блок автоматически отключился. Это такой уровень ударов, который ни один террорист в мире себе не позволял. Россия должна ощущать ответ всего мира, всех тех, кого действительно интересует безопасность. Россия должна демонстрировать, что для них значимы не только такие удары и война, но и переговоры, которые ведутся и должны дать результат. Для Украины и в целом для надежности соглашений принципиально, чтобы были гарантии безопасности, чтобы Россия не вернулась в Украину с третьим вторжением. Гарантии безопасности, что это то, что действительно может дать больше доверия и дипломатическому процессу, и результату, который нужен. Сейчас мы работаем над документами, с которыми ребята вернулись, а также над графиком дальнейших действий, следующих встреч и шагов. Я хочу поблагодарить команду за работу, и в ближайшие дни мы будем с командой работать над подготовкой к следующим форматам. Я буду информировать и наших партнеров в Европе о том, что находится на столе и какие есть перспективы. Украина заинтересована, чтобы Европа была участницей процессов. То, что нам предоставляется в вовлечении Европы, в учете интересов Европы, все это достаточно серьезно. Мы рассчитываем и далее на такую же существенную поддержку и от Европы.
и от Америки. Я благодарен всем в Америке, кто действительно хочет мира, а также другим партнерам в мире. Нужно всем вместе работать ради настоящего мира. Слава Украине! А вот как к разговорам о завершении войны до конца мая и мирным переговорам с россиянами относятся жители украинской столицы. Опрос на улицах Киева провели журналисты информационного агентства Reuters. Думали, надеялись, но они с первого дня постоянно врут. Говорят одно, делают другое. Им никогда нельзя верить. Поэтому, наверное, все украинцы уже не могут дождаться, когда это закончится. Я бы не шла на компромиссы, потому что компромиссы мне ничего не дают. То есть нужно отстаивать свое. Мы на это имеем право. Мы у них ничего не забирали, нам нужно, чтобы нам вернули наше. Света очень мало, но это уже норма. На сегодняшний день, после ночной атаки, ситуация с электроснабжением плохая, но в целом все в порядке. Мы как-нибудь выживем, и все будет хорошо. И свет есть в каждом из нас. Московский кредитный банк, тесно связанный с Роснефтью, впервые среди топ-10 крупнейших банков России стал убыточным. За четвертый квартал 2025 года банк потерял около 95 миллионов евро. Основная часть в декабре. Несмотря на это, по итогам года МКБ остался в прибыли, но она сократилась на треть, до 222 миллионов евро. Эксперты отмечают, что неплатежи затрагивают оборонку, металлургов, строителей и нефтегазовые компании, создавая латентный банковский кризис. Госбанки получают докапитализацию из Фонда национального благосостояния, но военная экономика на пределе. Финансовые чиновники предупреждают Владимира Путина о риске экономического кризиса уже этим летом. Растет инфляция выше официальных 6%, тысячи рабочих теряют работу, закрываются рестораны и бары, а более 105 миллиардов евро кредитов становятся проблемными. Российский бюджет также может столкнуться с дефицитом до 110 миллиардов евро из-за сокращения экспорта нефти и скидок на баррель. Прогнозируемый объем доходов российского бюджета в 2026 году около 424 миллиардов евро. Расходов примерно 464 миллиарда евро. Кроме того, ЕАСА усиливает санкции против теневого флота, угрожая закрыть Балтийское море для российских танкеров. Новые ограничения поставят под удар половину нефтяного экспорта и создают политическую угрозу для Кремля. На фоне этих факторов рост давления на экономику и банковскую систему будет нарастать, предупреждают источники. Появляются новые подробности переговоров США и Ирана в Омане. Как пишет The Wall Street Journal, Тегеран на переговорах с американской делегацией отказался прекратить обогащение урана. Это одна из главных красных линий Ирана, и отступать от нее режим Аятолл не собирается. Иранская сторона прямо дала понять, ни остановки обогащения, ни вывоза ядерных мощностей за пределы страны не будет. Тем не менее, переговоры на этом не закончились. И Вашингтон, и Тегеран сигнализируют о готовности продолжать диалог. Прежде всего, ради снижения риска прямой военной эскалации. По сути, стороны фиксируют разногласия, но стараются удержать процесс в дипломатическом русле. Таким образом, канал переговоров остается открытым. И это, судя по всему, сейчас для обеих сторон уже является серьезным достижением. В настоящее время точная дата второго раунда переговоров не назначена, но обе стороны считают, что второй раунд должен состояться как можно скорее. Мы готовы участвовать в переговорах как можно быстрее, чтобы достичь справедливого и всестороннего соглашения. По моему мнению, следующий раунд мы увидим в ближайшие дни. Формат переговоров не имеет значения, это несущественно. Результат можно достичь, если есть воля его достичь. Косвенные переговоры не являются чем-то необычным в дипломатических отношениях. Важно содержание переговоров. Наше текущее решение — проводить переговоры через посредника. Если переговоры будут идти хорошо, и мы ощутим серьезность и доверие к намерениям другой стороны, мы можем пересмотреть это решение. Я повторяю, как переговорщик, важно содержание переговоров, а не формат. А тем временем специальный посланник президента США Стив Уиткоф опубликовал кадры с авианосца USS Abraham Lincoln, который сейчас находится в Аравийском море недалеко от Ирана. Авианосец посетил сам Уиткоф, зять президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер, а также командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер. Напомним, в 2003 году авианосец Авраам Линкольн принимал участие в войне в Ираке. С борта авианосца совершено более 16 500 боевых вылетов, было использовано более 700 тонн боеприпасов. Командир авианосца USS Abraham Lincoln, первая в мире женщина на таком посту,
контр-адмирал Эмиан Бауэрншмидт. Лидер венгерской оппозиции Петр Мадьяр представил предвыборную программу своей партии ТИСА за 2 месяца до парламентских выборов 12 апреля. Он обещает масштабные реформы, введение налога на богатство, снижение подоходного налога для граждан с доходом ниже среднего, переход на евро и жесткое закрепление курса страны на Европейский Союз и НАТО. Партия ТИСА считается самым серьезным вызовом власти Виктора Орбана с 2010 года. Однако значительная часть избирателей пока не определилась, за кого будет голосовать. Мы вернем Венгрию народу, всему обществу и, наконец, приведем в порядок наши общие дела. После 12 апреля мы сформируем правительство для всей страны, которое будет служить всем венграм. Сегодня же мы достигли важной вехи. Мы представляем программу ТИСА. Мы объясняем, в каком состоянии находится наша Родина, какое наследие нам предстоит исправить. И мы показываем, как будем закладывать основы функционирующей и гуманной Венгрии. С первой минуты новое правительство будет заниматься тем, что ему доверено, чего от него ожидают и что полезно для всей страны. Мы незамедлительно начнем реформу здравоохранения, образования, системы социального обеспечения, системы защиты детей и общественного транспорта шаг за шагом и вернем средства Европейского Союза, чтобы венгерский бизнес снова получил доступ к возможностям, а европейская конвергенция стала доступной для всех. Мы предпримем шаги для перезапуска экономики и положим конец годам застоя и топтания на месте. Мы начнем возвращать активы, возвращать украденное общественное имущество на службу обществу и без промедления восстановим верховенство закона. Вместо произвола мы поставим в центр общественный интерес. Те, кто несет ответственность за злоупотребление властью и организованное государством воровство, больше не будут защищены политической властью. У системы правосудия будет одна цель — исполнять свои законные обязанности. Мы восстановим международный авторитет Венгрии и ее принадлежность к западной системе союзов. Мы создадим уважение на основе партнерства и, выстраивая союзы, укрепим суверенитет Венгрии. Основой внешней политики нового правительства будет не преклонение перед великими державами, а тщательно выработанный и твердо отстаиваемый национальный интерес. Уникальные кадры спасательной операции в Нью-Йорке. Спасатели смогли эвакуировать 3 человек, провалившихся под лед в одном из заливов района Куинс. По словам очевидцев, мужчины шли по льду залива, но он не выдержал, провалился, и все 3 оказались в ледяной воде. На место прибыли пожарные и полиция. В спасательной операции был задействован вертолет полиции Нью-Йорка. На опубликованных кадрах видно, как спасатели передвигаются по льду, вытаскивая пострадавших из воды. Во время операции в воду также упали 1 пожарный и сотрудник полиции. Однако они не пострадали и смогли самостоятельно выбраться. Власти сообщили, что все 3 спасенных находились в сознании и были доставлены в местные больницы с переохлаждением. В Милане в первый день зимних Олимпийских игр прошли массовые протесты, которые закончились столкновениями с полицией. Правоохранители в защитной экипировке оттесняли демонстрантов, использовавших фейерверки, фаеры и дымовые шашки. По оценкам организаторов, на улицы города вышли более 5000 человек. Акцию устроили профсоюзы низового уровня, движение за право на жилье и активисты социальных центров. Протестующие заявляют, что Олимпиада стала символом проблем Милана. Резкого роста цен на жилье, вытеснения горожан и углубляющегося социального неравенства. По их словам, город все больше становится удобным для инвесторов и туристов и все менее пригодным для жизни обычных жителей. В Италии в первый день зимних Олимпийских игр пассажиры столкнулись с серьезными перебоями в железнодорожном сообщении. Речь идет как минимум о 3 инцидентах на разных участках. Поезда, скоростные, междугородние и региональные, задерживались до 2,5 часов. Министерство транспорта назвало произошедшее серьезным актом саботажа и провело параллели с атакой на железнодорожную сеть Франции в день открытия Олимпиады в Париже в 2024 году. Государственная компания Ferrovie dello Stato была вынуждена временно закрыть высокоскоростную станцию в Болонье. По данным полиции, недалеко от Пизаро подожгли технический шкаф управления стрелочными переводами. Позже в Болонье обнаружили перерезанные кабели, отвечающие за контроль скорости поездов, а рядом с путями — самодельное взрывное устройство. Ответственность за атаки никто на себя не взял. Власти считают, что действия были скоординированы. Болонья — ключевой транспортный узел Италии, а Милан, где и зафиксированы основные сбои, один из городов-хозяев зимних Олимпийских игр. Один из главных героев нынешней Олимпиады в Милане — первый в истории бразильский горнолыжник. Его зовут Лукас Пинейра Братен, и он единственный член бразильской сборной на зимних Олимпийских играх, который к тому же надеется завоевать для этой страны первую зимнюю олимпийскую медаль.
То, что я считаю особенным в нашей истории в зимних видах спорта, это то, что уже само участие, выход под нашими цветами и сам путь, которым мы пришли сюда, в Милан, это уже победа для Бразилии. Теперь моя задача — сосредоточиться на соревнованиях и понять, как мы можем завоевать первую олимпийскую медаль Бразилии. Если вы сейчас смеетесь или подхихикиваете над сочетанием слов «Бразилия» и «горнолыжник», можете сейчас же и прекращать. У Лукаса уже 7 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей в слаломе и гигантском слаломе, завоеванных на чемпионатах мира. А теперь он сменил карьеру и выступает на горных лыжах. Честно говоря, давление очень высокое. Я представляю более 200 миллионов бразильцев, и я спортсмен с наибольшими шансами и возможностями привезти медаль домой. Это ответственность, которую я несу каждый день, вплоть до дня своего старта. Но такое давление — это и привилегия. Это то давление, которое можно использовать, чтобы раскрыть свой максимальный потенциал. Именно в таком состоянии можно засиять. Поэтому для меня важно принять это давление и направить эту высокую энергию в свое выступление. У успеха первого бразильского горнолыжника, конечно, есть небольшой секрет. И это, конечно, не горнолыжная трасса с искусственным снегом под Сан-Паулу. Лукас раньше выступал за Норвегию и половину медалей завоевал под флагом своей второй родной страны. Сын норвежца и бразильянки половину детства провел на севере, там встал на лыжи, завоевал первое золото под норвежским флагом, но всегда мечтал сломать шаблон. Это трогательно, когда я оглядываюсь на путь, который привел меня сегодня сюда, в Милан, под нашими цветами Бразилии. Я искренне верю и чувствую, что это вторая глава моей жизни, часть жизни, в которой у меня есть свобода быть собой, представлять свои ценности и свои настоящие мечты, а не мечты других, не мечты прессы или моей команды. Это продолжение того, кем я являюсь. Это моя сцена, понимаете? Место, где я могу выразить себя, свою историю, то, зачем я здесь. И, на мой взгляд, красота спорта и его подлинное искусство в аутентичности этого короткого момента, когда ты выступаешь, когда просто невозможно не быть именно тем, кто ты есть. Мое движение, мое выступление — это выражение меня самого. И именно за этим ощущением я гонюсь каждый день, потому что именно в таком состоянии я чувствую себя самым счастливым. В Эстонии прошел ежегодный европейский саунный марафон. В уезде Отепаа, городе, который называют зимней столицей страны, сотни участников превратили традиционную северную сауну в настоящее карнавальное соревнование. Команда из 4 человек в костюмах миньонов, викингов, мушкетеров, пчел и обезьян соревновались в том, кто быстрее посетит максимальное количество саун. Всего на маршруте 21 сауна, и в каждой нужно было провести не меньше 3 минут. В этом году у нас 21 сауна. Участники могут посещать сауны. В этом году в соревнованиях принимают участие более 800, почти 900 человек и 193 команды. Безусловно, мероприятие становится все более международным. В нем принимают участие представители 20 разных стран. У нас снова большая команда из Швейцарии. Думаю, уже было 8 команд оттуда. И, конечно же, оно становится международным, поскольку в этом году у нас будет прямая трансляция в Соединенные Штаты. Так что да, оно довольно международное. Уже сейчас к нам приезжает много заинтересованных людей, которые не смогут присутствовать лично. Некоторые точки больше напоминали клубы. Живая музыка, световые эффекты и дискотечная атмосфера. Прямо среди снега и пара. Марафон заметно вырос. В этом году в нем участвовали около 900 человек из 20 стран, сформировав почти 200 команд. Впервые соревнования транслировали в прямом эфире в США. Организаторы говорят, что цель марафона не только популяризация банной культуры, но и способ пережить длинную, темную северную зиму с удовольствием. Причина участия, конечно же, в победе. И я уже был здесь в прошлом году вместе с норвежцами. Сейчас у нас смешанная команда из Турции, Норвегии и Эстонии. И всегда очень весело приезжать сюда, потому что встречаешь много разных людей из разных стран. И мы все собираемся вместе в сауне, так что это просто потрясающе. Посмотрите на это. Все приезжают сюда, чтобы получить опыт. Гораздо лучший опыт, чем дома. Мы можем получить так много, да? Такая большая компания, все улыбаются, все веселятся. Нам просто нравятся такие мероприятия. Да, это круто. Да, это просто фантастика. Просто фантастика.
Европейский саунный марафон — это оригинальное событие. Он нам так понравился, что мы даже скопировали его и организовали свой собственный саунный марафон в Швейцарии. Сейчас это самая большая саунная вечеринка в мире, в которой участвуют 2000 человек. Мы любим сауну, мы любим иногда устраивать вечеринки, и АТПА делает все идеально. Каждая сауна — это новый сюрприз. И много веселых людей, и все в хорошем настроении, и все одинаковые. Ученые впервые за многие годы сняли на видео гигантскую призрачную медузу у побережья Аргентины. Редкие кадры опубликовал Институт океанологии Шмидта. Вид стигиомедуса гигантеа за более чем столетие наблюдений фиксировали всего около 130 раз. Медуза может достигать 11 метров в диаметре, а длина ее щупалец — до 10 метров. При этом для человека она безопасна. Не жалит, питаясь планктоном и мелкой рыбой. Видео быстро разлетелось по соцсетям благодаря жутковатому и почти инопланетному виду этого глубоководного гиганта.